Друзья, всем привет! Очередное видео на моем канале, посвященное сериалу «Колесо времени», который наконец-то вышел. Первые 3 серии уже доступны по подписке на сайте Amazon Prime. Я, кстати, всем советую, кто действительно является фанатом или кто желает поддержать начинание Амазона, всем советую смотреть именно по подписке, именно официально, не пользуясь пиратскими какими-то версиями, потому что от этого действительно зависит будущее сериала. Каким бы он был, или не был, чем больше будет официальных просмотров, официальных подписок, тем больше шансы на то, что мы увидим экранизацию всех 14 книг. Но сегодня на другую тему. Сегодня под впечатлением первых 3 серий я поехал в очередную локацию, которую я узнал в 3 серии. И несмотря на то, что, как бы сказали фанаты книг, темный касается этого мира, судя по тому, что происходит в мире, солнца никакого нет, холод, очередная волна пандемии во всех странах, огромное количество заболевших, тут же протесты, антиваксеры против сторонников по обязательной вакцинации протестуют, как, если проводить аналогию, приверженцы или последователи дракона против белоплащников. И тем не менее, колесо плетет-то, как желает колесо, жизнь продолжается. И я считаю, мы должны с позитивом смотреть на эту жизнь, какая бы она была, с позитивом смотреть на то, что происходит в мире колеса времени, что наконец-то через 20 лет, или даже больше, чем 20 лет после выхода первой книги, вышел наконец-то сериал, который мне очень понравился. Мне очень понравился, несмотря на все там какие-то неточности, может быть, какие-то изменения сюжета. И сегодня я на новой локации. Поехали! Сегодня я приехал в каменоломню, которой более 100 лет, и она находится где-то в 20 минутах езды от Праги. И здесь снималась деревенька, в которой Мэтт и Ранд встречают Тома. То есть по книгам мы все помним, что после того, как Ранд и Мэтт разделились с основной группой бегущих от орды троллоков, они путешествовали через целый ряд деревенек и городов. Но в сериале, в 3 серии, естественно, невозможно показать количество деревенек, и я думаю, создатели сериала решили объединить этот весь путь в одной.
и показали нам каменоломню. Бринг Спрингс как-то, или Бринг Спрингс называется эта деревня по версии создателей сериала «Колесо времени». Но, что интересно, название трактира, где наши герои встречают как раз Тома Мерлина, совпадает с названием деревни, в которой тоже состоялись определенные события, которые повлияли на дальнейшее. «Четыре короля». «Четыре короля» называлась деревня в книге и, соответственно, таверна в сериале. И вот этот прекрасный вид, который открывается в 3-м сезоне перед Мэттом и Рандом, это старая, уже не функционирующая каменоломня, которой более 100 лет, как я сказал, и она называется Велка Америка, то есть каньон Большая Америка. Здесь есть еще каньон Малая Америка, каньон Мексика и Канада, но почему он называется Велка Америка? Потому что он во многом напоминает, конечно, чехам Большой Гранд Каньон в Америке. И здесь снимались много-много фильмов, в том числе немецкие, чешские вестерны про лимонадный Джо. Есть известный фильм, по-моему, 60-х или 70-х годов. Ну и другие известные фильмы. Есть миф о духе фашистского солдата, который бежал от Красной Армии во время войны и спрятался где-то в пещерах вот этой каменоломни, воровал еду у рабочих этого рудника и в определенный момент каким-то образом погиб, и, соответственно, теперь его дух временами виден здесь всем туристам. Ну, не знаю, правда это или неправда. Правда есть в том, что здесь после войны около года или 2 функционировал лагерь для пленных фашистов, а около 6 или 7 лет после этого, в 50-х годах, здесь находился рудник, в котором использовался труд политических заключенных уже коммунистов. То есть коммунисты здесь держали политических заключенных, и они здесь работали. И он даже назывался известняковый ад Марина. Марина — это ближайшая здесь деревенька, а известняковый почему? Потому что здесь добывали известняк. В общем, один из самых таких вот жестких по пребыванию трудовых лагерей, в том числе и коммунистического режима, находился здесь. Но для нас это все не важно. Для нас важно то, что это место на самом деле очень красивое, и действительно вписали его в ключевую сцену, где наши герои встречают, вернее, знакомятся с тем, вместе со зрителями сериала, кто такой Аилец, знакомиться с прекрасным Томом Мерлином, с актером, который его прекрасно сыграл, на мой взгляд, и знакомиться с первой приспешницей Темного. Доступ к дну этого рудника, этого каньона на самом деле закрыт, там очень сильно охраняется, и туда опускают только организованные группы, очень редко, ну и, соответственно, сериальщиков очень часто и киношников. Но тем не менее, и несмотря на все запреты, летом здесь народ туда как-то спускается, многие травмируются, падают с этих скал, потому что он действительно очень крутой спуск. И много здесь троп, легальных, нелегальных, между вот этими рудниками. И, конечно, выбор на место идеально. Очень много сделали на самом деле декораций. Там не меньше, чем в Двуречии, да, когда построили целую деревню. И ну, вот видно, да, что на самом деле здесь все пусто. А вот на той стороне, вот в том вот конце этого ущелья находились постройки. И находились постройки вот здесь, то есть возле мостика. Через мостик, соответственно, мы с Томом шли и видели клетку с аильцем. Хотелось бы сказать напоследок, что я планирую дальше в мои выходные сделать, какие места посетить. Ну, конечно, я буду реагировать и смотреть сериалы, и смотреть на новые локации, которые
открываются в нем, которые я узнаю, и обязательно туда съезжу, если это будет в Чехии. Наверное, в теплое время я поеду в другие страны. Но хочу сразу всех попросить, может быть, фанатов, которые посмотрят это мое видео. Самая главная моя, пока недостижимая задача — найти место, где снималось Двуречье, и конкретно Эммондафлуг, деревня Эммондафлуг, первая серия. То есть, насколько мы знаем, там была построена целая деревня, потом она была сожжена только для одной серии. И если у вас есть какие-то данные о том месте, где это было, потому что это однозначно был какой-то, судя по кадрам, заброшенный лом, как в Чехии называется, или каменоломня, да, вот подобное этой, только более маленькая, да, потому что там есть такие скалы с усеченным грунтом, бывший лом, но их здесь десятки, и я до сих пор не могу найти место, где снималась эта деревенька. Поэтому, если вы это знаете, если вы вдруг известна точка GPS, пожалуйста, скиньте мне, буду очень благодарен. Поеду снять место, где у нас снималась деревня Эммондафлуг. You ready? No. Me either.